Всем привет! Камера видеонаблюдения. Магазин SmartHat прислал камеру мне для видеообзора. SmartHat интернет-магазин в Украине, где вы можете купить камеру видеонаблюдения практически по цене AliExpress. Много различных камер домашних для помещения, поворотных. Переходите по ссылкам сразу и приценяйтесь, кому нужна камера уже в Украине. Также есть гарантия на камеры, ну и также элементы умного дома, TV-боксы. Модель камеры EP26, приложение ICC сразу видим. Коробки универсальные, скорее всего, такие пошли нового образца. На коробке фото одной камеры, а в реальности... ну тут несколько камер. Просто, наверное, реклама. Вот наша камера. Наша камера есть на этой коробке. То есть коробки универсальные под несколько камер. 2К разрешение, 12 вольт, 2 ампера. Ссылку я вам на камеру оставляю на SmartHat в Украине. Кстати, тут также вот есть такая камера. Расписано, что где находится. На AliExpress также ссылку оставлю, если найду эту камеру на AliExpress. Стандартная инструкция ICC для подключения камеры на китайском и на английском. Но ничего сложного нету. Популярные ICC XMI камеры. Люди уже многие сами их приобретают, сами подключают, сами устанавливают. Никакой сложности в этом нету. И не нужно вам обращаться к специалистам, чем эти камеры и привлекательны людям. Так, все. Комплект полный. Блок питания стандартный 12 вольт 2 ампера. С индикацией, с подключением в камеру и в розетку. Муфта на RJ45, тут же можно герметизировать разъем кабеля, интернет-кабеля. Камера Wi-Fi также может работать по кабелю. И крепление. Два элемента, то есть блок питания, стеновой вариант, можно крепить его на стену, а можно его и кинуть в распред коробке. Герметично, если вы камеру будете устанавливать на улице, и рядом будет блок питания. Вся сборка у вас будет в герметичном небольшом шкафу. Туда будет затянут провод 220, там будет устанавливаться розетка и все разъемы. Такой небольшой шкаф, и камера у вас будет рядом где-то с ним располагаться. По камере. Чем примечательна эта камера? Тем, что она имеет LED прожектора 2 по сторонам. Все затянуто в пленки транспортировочные. Вот такой вот вариант поворотной камеры. И что удобно и классно, что камера поворачивается, ее голова по вертикали и горизонтали. И также следуют за ней LED прожекторы. Вот эти два боковых. Тут установлены LED светодиоды желтого, скорее всего, желтоватого свечения будет свет от них исходить. И камера будет полезна тем, кому нужна камера универсальная. В нашем случае камера-прожектор. Очень классно они работают. Камера, думаю, что со слежением, и сейчас все практически камеры идут, ICC-шные поворотные, со слежением за движущимся объектом. И это очень удобно, когда камера поворачивается за движущимся объектом ночью и включает свои два мощных прожектора. Тут посмотрим, скорее всего, ИК светодиоды ночной подсветки, невидимые человеческому глазу. Именно белый свет будет исходить от этих двух прожекторов. Они никак не регулируются, то есть они следуют полностью за камерой. Это очень классно. Также микрофон имеется, также имеется динамик. В камере двухстороннее аудио, поддержка карт памяти. То есть все моменты. Камера всепогодная, устанавливаете ее на улице. Если нет возможности у вас установить ее под навесом, устанавливаете под открытым небом. Что со временем может произойти? Через несколько лет пластик может поменять цвет, немного пожелтеть. Все остальное ему не страшно, если не будет на него физических воздействий. Морозы, жару камеры переносят нормально. По Wi-Fi камера работает, может подключаться и по кабелю. Советую вам по кабелю подключать ее напрямую к роутеру. Это будет самое стабильное соединение и работа. Камера может вещать в интернет, и через интернет с приложения ICC вы ее находите удаленно, заходите на нее
Смотрите картинку, управляете камерой, все моменты. IP-камера, мини-компьютер. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. 4-мегапиксельная матрица заявлена, установлена, и объектив стандартный 3,6, скорее всего 3,6 мм. Под резиновой заглушкой, мощная резиновая заглушка, имеется слот под карту памяти и кнопка сброса к заводским установкам вот именно здесь. Сразу несколько ответов на основные вопросы. Может ли камера работать без интернета? Камера может работать без интернета. Будет она писать на карту памяти, установленную в камеру. По итогу вы можете заходить на камеру по Wi-Fi на расстоянии 10 метров без помех напрямую со смартфона. Если камера подключена к интернету, заходить вы на камеру сможете удаленно из любой точки мира через интернет. Второй основной вопрос. Будет ли камера работать без карты памяти? Да, камера будет работать без карты памяти. Сможете вы на нее опять же по стандарту заходить или через интернет, или напрямую как точка доступа. Но просто не будет сохраняться с нее никуда видео. Карта памяти в нашем случае служит просто как хранилище для видео и аудио с камеры. Третий момент, вопрос самый популярный. Облако. Есть возможность подключиться к облачному сервису и сохранять видео удаленно на облаке. Может камера работать и без облака и выполнять полностью весь свой функционал определения силуэта человека, слежения, не подключая камеру к облаку. Облако — это также хранилище, как и карта памяти, только карта памяти — это хранилище непосредственно в камере, а облако — это удаленное хранилище. Не платишь за облако, не получаешь хранилище, доступ к хранилищу. Платишь за облако, получаешь доступ к хранилищу, сколько дней ты заказал, какую запись постоянную или по движению. От этого напрямую зависит стоимость тарифа. Первые 30 дней пробных даются вам бесплатно для опробования. Подходит вам такой сервис или не подходит. По стандарту первое подключение любой IP-камеры. Установил карту памяти перед включением камеры в сеть. Буду подключать ее сразу по Wi-Fi, потому что есть такая возможность. Если нет возможности, можно подключить камеру сразу по кабелю к вашему домашнему роутеру. Подключил разъем питания от блока питания стандартно. Интернет-кабель остается у нас не задействован. И включаю блок питания в розетку 220 вольт. Пошло тестирование, и сразу видим мы здесь красные точки. Протестировались ИК светодиоды ночной подсветки. Ждем поворота, калибровки поворотного устройства, дальнейших голосовых сопровождений. Некоторое время этот режим может занять. Очень громкий динамик. Обновили динамики. Эта камера одна из новинок китайских камер XMI ICC приложения. Новые динамики установлены. И конкретно слышно, что мощность уже на хорошем уровне переговорного устройства. Скачивайте приложение, кто первый раз. ICC, ICC Pro, XMI. Можете скачать сразу одно приложение из тех, которые я перечислил, ICC. И потом уже, когда вы пройдете регистрацию, у вас будет возможность добавлять камеру, то есть камера автоматически добавится в приложение на вашем аккаунте XMI и ICC Pro. Это совместимые приложения между собой, на одной платформе они находятся. Все, камера готова к подключению, ожидает ваших действий дальнейших. Открываю приложение, список устройств и все мои камеры и видеорегистраторы, которые добавлены в мой аккаунт, они у меня здесь. Жму плюс, добавить камеру Wi-Fi. Убедитесь, что она находится в рабочем состоянии, то есть звучали слова. Следующий шаг, следующий шаг. 2,4 ГГц Wi-Fi 5 не поддерживает, имейте в виду. Ваш роутер, к которому хотите привязать камеру, или же список будет, если выберете другой, если у вас несколько, к которому хотите привязать. И пароль доступа Wi-Fi к роутеру. Конечно, и показываю QR-код камере на расстоянии 25-35 сантиметров. Именно показываю ей QR-код. Следующий шаг.
Именно после этих слов идет добавление камеры в домашнюю сеть и в ваш аккаунт. Серийный номер камеры, и здесь просит запаролить камеру. Приложение просит запаролить камеру, ввести ваш пароль доступа до камеры, который вы должны будете запомнить, записать где-то. Это будет ваш пароль доступа к камере. Подтвердил пароль, ввел и подтвердил. Присваиваю имя камере, или можете сами прописать. Все стандартно. Камеры ICC подключаются и XMI-евские именно так. Карта памяти вставлена, и выбирайте запись, которую хотите ввести на карту памяти уже здесь. По тревоге или же постоянная непрерывная запись. Следующий шаг. Присылать уведомления с камеры в приложение. Можете подтвердить, можете снять галочку, не будут приходить тревожные уведомления. Готово, камера подключена. Быстрый заход на камеру. Вызываем джойстик управления, можно управлять по экрану. Можно таким способом. Можно менять скорость поворотного устройства. Все эти моменты. Автослежение. Заданная точка. Пресет можно ставить, несколько пресетов. И по ним, кликнув один раз, камера будет переходить в заданное место, позицию. Круиз. Можно запускать камеру в круиз. Звук. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. И переговорное устройство, динамик. Раз, два, три, четыре, пять. Рядом два устройства, поэтому эхо, помехи различные. Но очень классно воспроизводит динамик, звук, очень мощно. Даже есть уже, была в приложении регулировка громкости динамика. Можно уже громкость убавлять, потому что чересчур даже сильно. И 3 ночных режима. Что главное в этой камере? Камера-прожектор, можно называть ее так. Можно выставлять 3 ночных режима. Двойной имеется в виду по движению, тому, которому вы поставили, или все двигается, или чисто человек. Камера будет ночью включать прожектора свои. Или же черно-белый не будет включать прожектора вообще. Или же цветной постоянно будут светить прожектора ночью до рассвета. Есть ли смысл показывать настройки? Все по стандарту, в общем-то ничего, наверное, нового нету. Основные настройки, что можно первое убрать, это тон выключить. При перезагрузке камеры не будет звучать голосовое сопровождение. Название камеры поменять, перевернуть вверх-вниз. Отразить изображение, в этой камере не нужно. Скорость поворота можете поставить быстро, если нужно, наклон лево-право, вверх-вниз, и громкость динамика. Все, что нужно, поменяли и нажали сохранить. После этого только сохраняются настройки ваши, которые вы изменили. Управление памятью, проверить карту памяти, зайти, работает ли карта памяти, определилась и работает. В случае чего отформатировать можно и поставить, что записи делать. При заполнении остановиться записи карты памяти или же циклично писать сверху. Управление, настройки записи, режим видео. Нужно включить. Качество видео поставьте какое хотите при этом. Аудиозапись также писать звук и сохранить. Smart Alarm. Здесь именно по тревоге что делать. Запись фото, видео. Запись видео по тревоге. Звуковой извещатель. Если нужно, будет камера включать сирену. Или же звуковой вариант, который вы запишете свой. Можно словами говорить несколько секунд. Приветствую, добро пожаловать. Или же уходите. Своими словами. Или из выбранного. Bell Alarm — это тревога, сирена. Или же не включать эту функцию, камера никого пугать не будет. Flashing Light. Даже есть мигание какое-то. Возможно, в этой камере есть или нету, посмотрим дальше. Так, и сохраняем. Запись видео включили, сохраняем. Пуш-оповещение, просьба не беспокоить камеру, пуш-оповещение, тревоги, все остальное можно по графику делать. Advanced. Показывать следы, если камера имеет функцию определения силуэта человека и записи по силуэту человека. И приход уведомлений также по силуэту человека. Не будет она вам присылать
если вы поставите эту функцию, там шевеление листьев, все эти моменты. Можно выставлять кордон, пересечение линии, пошел человек туда, камера прислала уведомление, оттуда пошел туда, пересек, не прислала. Моментов очень много. Меняйте все, ставьте. И зона сработки. Тут человек ходит, камера работает, присылает, пишет, там ходит, не работает. Уменьшать можно, все это дело делать и сохранять, даже использовать фигуры. Сохраняем после перенастройки. Я ничего не менял, поэтому не сохранил. Режим детекции, чувствительность детекции. Заданная настройка. Пока не знаю, что это, пишите в комментариях. В общем-то все. Все понятно, разобраться не тяжело. Настройка сети. Тут же можем делать переход в режим точки доступа, если нужно. Сейчас камера в режиме Wi-Fi стоит. И менять роутеры. Если хотите переключить камеру на другой роутер по Wi-Fi, будет список у вас здесь доступных. Кликнул, пароль ввел, камера переключилась на него. Режим ап точки доступа напрямую к смартфону. Облачное хранилище. Понятно, заходите, загрузится, открыть, активировать. И там уже можно прочитать, что почем и зачем. Дополнительные настройки. Автотрек свич, слежение. Включать здесь можно. Можно с рабочего стола включать. Это такие глубокие настройки. И об устройстве. Там можно зайти будет и глянуть все моменты. Серийный номер. QR-код серийного номера. Если вдруг с кем поделиться или быстро нужно передать ID номер, то вот QR-код. Версия устройства, дата выпуска. И здесь, если будет обновление, есть обновление. Прошивка устройства, доступно обновление. Можно запустить обновление. Обновление — это такой особый риск. Доля риска есть. Многие превращают по своей вине камеру в кирпич, потому что пропадает питание. Многие не по своей вине камеры превращаются в кирпич. Поэтому, если вас все устраивает, если камера вас устраивает своей работой, ничего, в общем-то, кардинального не обновляется. Никаких дополнительных функций не добавится. Не думай, что если ты эту камеру обновил, то она начнет следить чисто за человеком. Или же там лицо человека определять. Перезагружается сама камера после обновления. Видно, тестовый режим пошел. Поэтому на свой страх и риск ты это делаешь. Это нужно также понимать. Устраивает все, пускай камера работает. Камера без проблем подключилась к XMI-евскому видеорегистратору. Но это не самое главное. А самое главное то, что нас китайцы услышали и сделали кардинальное решение. Слежение камеры улучшили. Камера может следить чисто за человеком и может следить и присылать вам уведомления по всем движениям. Вот именно сейчас движение, детекция движения, устройство гараж, детекция движения. Есть уведомление, если вы ставите силуэт человека, камера присылает вам детекция человека. И может следить за ним. Или же вот как в данном случае сейчас выключена детекция человека и камера следит за всем, что шевелится. Вот в ее зоне обнаружения листья, деревья, она шевелится. То есть следит за этими объектами. Когда включаем слежение, автотрек switch. Вот, например, выключено оно. Сейчас я выключаю, сохранил. И потом при последующем включении, даже если у нас функция, вот, например, силуэта человека, Intelligence Vigilance, включаем сохранить, показать следы, сохранить, человек, все сохранен. В прошлых камерах включаем, когда слежение, сохраняю я местоположение и включаю слежение. Приходило уведомление нам, что будет отключаться силуэт человека. В данном случае вы видите, человек идет, камера за ним проследила, в зоне ее видимости, и вернулась назад. То есть есть уже в этой камере чисто слежение за человеком, если у вас включено слежение и при этом остается включенная функция Human Shape Detection. И она автоматически не выключается, как в прошлых камерах.
Если вы сами выключите Human Shape Detection, камера у вас будет следить за всеми движущимися объектами. Ну и также за людьми. По картинке с камеры, так, ну вот за велосипедистами она не успевает. Ну вот так вот проследила. Так вот проследила. Опять же, видите, есть ложные моменты. Сейчас я поставил чувствительность самую высокую. Поэтому камера может определять и дерево вместо человека. Поэтому здесь уже регулировка, делайте регулировку чувствительностью. Тут же в настройках включения слежения есть чувствительность. По картинке 4-мегапиксельная матрица, бюджетный вариант. Та матрица, которую сейчас устанавливают в камеры с двумя объективами, которая поддерживает, захожу в настройки компрессии на 16 канал, камера, и вот характеристики. 3 мегапикселя и 4 мегапикселя. Есть возможность смены разрешений. Формат сжатия 265 и 265X. Есть возможность установить 265 чистый современный формат сжатия. Это очень классно. Качество видео, видеозвук в двух потоках. И 25 кадров в секунду, это я уже поставил, по умолчанию 12 стоит, поэтому если хотите увеличить, то зайдите в настройки и увеличьте. Можно с настроек видеорегистратора, можно в веб-интерфейсе камеры это все менять на компьютере. И также программа CMS на компьютер для удаленного отслеживания и настройки камеры также. По тревожным моментам с видеорегистратора можете тоже ставить включение силуэта человека. И тут же можете его выключать. Сейчас, если я выключу силуэт человека, будет слежение за всем. За всеми объектами. Включаю, слежение остается и будет за человеком. Какой момент нету с видеорегистратора пока варианта включения и выключения слежения. Кто имеет в своем пользовании камеры вот такие вот бюджетные XMI ICC со слежением, где у вас камера следит за всем подряд, прошлое поколение, так сказать, камер, то эта камера с тем же самым функционалом, но уже у нее есть различия по предметам слежения. Человек или же все подряд. Шаг, небольшой шаг, но очень приятный. Камеры более бюджетного ценового диапазона уже имеют функции в прошлом более дорогих камер. Это очень классно. Цифровое зумирование, картинка. Если вы привыкли видеть картинку с камеры более дорогой, то тут вы, конечно, сразу увидите, что это бюджетный вариант картинки на свои деньги. Днем камера следила чисто по людям, поставил я ее слежение чисто по людям. Есть моменты негативные, не без этого. Первое, что заметил, сбивается положение возврата камеры назад. Через какое-то время оно сбивается, камера чуть выше останавливается. Не возвращается не точно в то положение спустя какое-то время. Второе, слежение как бы медленное. Я смотрю, что прошлые камеры более живее и более адекватно следили, но они следили за всем подряд, за всеми движущимися объектами. Здесь камера хорошо, да, следит за человеком, но следит она очень медленно. Ну, как бы даже и плавность есть какая-то, но камера следит очень медленно, что как-то странно. Заметно, что сыровато еще вот это слежение, именно может связано с тем, что поменяли алгоритмы и еще может дорабатывается. Ночная картинка с камеры радует. Камера именно для ночи то, что нужно. Черно-белый вариант вот вы видите на своих экранах. Ну и при переходе в цветной режим и задействовании прожекторов картинка просто бомба. Камера освещает хорошую территорию. Это, можно сказать, заменяет она хороший 10-ваттный LED-прожектор, работающий по движению, по определению силуэта человека. Человек в кадре появляется, камера включает прожекторы. Нету человека в кадре, камера прожекторы не включает. Убрали вы человека из настроек определения силуэта человека, камера будет включать прожекторы на все, что движется. Подъехал автомобиль к вашему дому, камера включает прожектор, ведет запись в цветном изображении. И в свете вот этих вот прожекторов картинка
хорошая, четкая, видны вы будете, различимы будут номера автомобиля, не будут они засвечены и подсветкой. Ну и цвет автомобиля различите, цвет одежды, лицо человека, который попал в кадр и в записи. Свои плюсы есть именно вот камеры с LED светодиодами, с такими вот мощными прожекторами. Слежение работает, но не столь адекватно, как днем. Вот камера на грани держит людей, но следит, определяет, ведет запись на карту памяти, возвращается назад, даже и ночью. Но, скажу вам, ночью будет очень много ложных моментов. Они, ложные моменты, ложное определение человека уже появляются в сумерках, когда начинает темнеть на улице. Поэтому здесь такое себе. Выбирайте варианты, когда включать слежение, когда выключать. На постоянке вы с этой камерой его использовать все равно не будете, а тем более, если у вас улица оживленная. Плюс, что уже бюджетный вариант, цену можете актуальную посмотреть по ссылке. Ссылку я оставляю в описании к видео и в комментариях. Посмотрите, стоимость, камера бюджетная. И в этот бюджетный диапазон вот включили функцию слежения чисто за человеком. Дорабатывать будут стопудово, улучшать будут также. Но камерой можно пользоваться уже сегодня. Заходите по ссылке и приобретайте. Камера также есть в Украине на SmartHat. Заходите, также заказывайте. Вариант спрашивали без боковых прожекторов. Есть ли? Я думаю, уже есть. И это 100% есть. Если найду на Алиэкспрессе, это сейчас новинки, то обязательно поделюсь с вами ссылкой. Или же вы делитесь, если вы уже такую камеру нашли или заказывали. Также делитесь в комментариях информацией по этим камерам, своими отзывами также оставляйте в комментариях. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, телеграм-чат по видеонаблюдению, мой телеграм-канал, там с вами и общаюсь, и делюсь информацией, новинками. Всем удачи, до следующих видео.